Привет всем любителям геометрии. Сегодня у нас детская задачка. Ну, что может быть проще? Некоторая окружность касается прямой. На окружности взяты две точки А и Б, расстояние от которых до нашей прямой равны 2 и единица. Ну, а расстояние между проекциями С и Д этих точек равно 3. Нужно найти радиус этой окружности. Ну, попробуйте как-нибудь быстро решить эту задачку, а мы начинаем. Анализ показал, что задача имеет, по крайней мере, три каких-то явных решения. Один координатный метод, да, это 10-11 классы. Второй через два прямоугольных треугольничка сводится к иррациональному уравнению. Это 10 класс. А я постараюсь решить 8 классом. То есть не используя особо ничего, кроме одной теоремы, вашей любимой, о касательной и секущей. Ну что, начинаем. Итак, я напомню эту теоремку, не все же ее знают, хотя, что интересно, те, кто учились в СССР, эту теоремку знают прекрасно, а кто не учились в СССР, ее знают плохо. Теорема о касательной и секущей. Если из точки, взятой вне окружности, к окружности проведены касательная и секущая, то квадрат отрезка касательной равен произведению большего отрезка секущей на его внешнюю часть. Просто x умножить на y. Замечательная, очень боевая теорема, очень эффективная. Ну, как доказывается, точки эти соединили, получили два подобных треугольничка, откуда все и вытекает. Ну что, здесь я уже вижу одну касательную ЦК и секущую ЦА. Но я постараюсь этот чертеж чуть-чуть улучшить. Ну, как-то тянет соединить точки А и Б и даже продолжить, чтобы выйти на какой-то треугольничек, правильно? Вот до пересечения с продолжением СД. Вот так, да? Нормально. Ну, теперь совсем красиво. Трапеция, треугольник. О, куча подобий и так далее. Вот я буду использовать то, что ПК в квадрате равно ПА в квадрате на ПБ в квадрате. И что ЦК в квадрате равно ЦА на ЦМ. Вот обозначу это x и скажу, по нашей теоремке, которую в СССР все прекрасно знают, по которой не в СССР учились, плохо знает, можете спросить у 8, 9, 10 класса знакомого, знают ли они теорему касательной и секущей. Возможно, я ошибаюсь. Итак, получается, посмотрите, что вот это в квадрате равно произведению этого и этого. Верно? Верно. Ну, я и запишу это. Вот получается у меня x в квадрате равно АС умножить на МС. Напишу так, АС на МС. Да? Ну, АС двоечка, значит, МС нужно найти. Вот тут вопросики, как найти МС. Для этого мне придется провести радиус точку касания. У меня по-другому не получилось. Посмотрите. Провожу радиус ОК, а потом из точки О перпендикуляр к хорде. Ну, перпендикуляр к хорде делит ее пополам. Это известно. Ну, почему? Потому что треугольник АОМ равнобедренный, а О и МО равны как радиус, верно? А высота в равнобедренном, проведенная к основанию, является и медианой. Вот этот отрезочек сколько будет? О, 2 минус радиус, потому что ОК – это радиус. У нас получается прямоугольник. Ну, значит, вот этот отрезок будет тоже равен радиусу, правильно? Значит, А, вот до этой точки, пусть Т поставлю, а Т будет равно 2 минус R. Согласны? На удвоенный, то есть АМ будет 4 минус 2R, и тогда наш отрезочек вот этот равен 2 минус 4 минус 2R. Повторюсь, АМ, вот этот отрезок будет удвоенный 2 минус R, то есть 4 минус 2R. Верно? Верно. Итак, получается 2 минус 4 минус 2R. Это 5 класс, вообще говоря, но уже мы начинаем запутываться. 2R минус 2. Ну все, вот этот отрезочек равен вот этот. 2R минус 2. 2R минус 2. Ну, наконец, применяю нашу штуку. То есть квадрат x равен АС, это двойка, на МС вот оно. 2R минус 2. Получаю 4R минус 4. 4R минус 4. Это x в квадрате. 4R минус 4. Ну, хорошо. Теперь давайте справа действую. Справа. Здесь можно кое-что убрать, чтобы было не так страшно.
Ай, даже это уберу. Ай, даже это уберу все. Это все уберу. Ну, нормально. И все, и даже это уберу. И даже это уберу. О, так легче стало. Теперь я найду отрезочек Y. Какой отрезочек Y? А вот этот отрезочек. Назову его Y. И получается, Y в квадрате равно произведению вот это на вот это. Правильно? Правильно. Ну все. Тогда пишу, что Y в квадрате равно PA на PB. PA на PB. Не страшно? Не страшно. Вот как найти это? PA, PB. Ну вот для этого мне придется провести еще одну линию. Представляете, какая детская задачка оказывается? Вот так провожу. Параллельную касательной. Здесь прямой уголок. Получается CF, CF, BD прямоугольник. Да? CF, BD, прям прямоугольник. Ну и там был прямоугольник ранее, не квадрат. Прямоугольник. Ну и что? Тогда FC равно BD равно единице, и тогда AF равно, вот все это до F равно единице, правильно? Единице. Ну а FB равно 3, равно CD из прямоугольника. Ну все, здесь прямой уголок. Так? Так. Рассматриваю прямоугольный треугольничек с катетами 1 и 3. Получается гипотенуза по теореме Пифагора. 1 в квадрате плюс 3 в квадрате, корень из 10. Ну, здесь треугольничек равный нашему. То есть треугольник 1 равен треугольнику 2. Почему? Ну, потому что вот эти углы равны, как соответственные при двух параллельных и секущие АП. Ну и тогда треугольники равны по катету и противолежащему острому углу. Ну, тогда вот это будет корень из 10. Это будет троечка. Вот. И тогда вот так, 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 так. О, вот это будет сколько? Корень из 10 плюс корень из 10. 2 корней из 10. Ну все, осталось y в квадрате искать. Это будет p a, 2 корней из 10, умножить на pb. Это корень из 10. Получается 20. Ну и сам y равен корень из 20. Это будет 2 корней из 5. Так? 2 корней из 5. 2 корней из 5. Ну и теперь уже к финалу приближаемся. Детская задачка не сегодня. ЦП сколько? 3 плюс 3 – 6. 6. Тогда х отрезочек равен, сам х отрезочек, 6 минус 2 корней из 5. Ну, с одной стороны, х в квадрате равно 4r минус 4. С другой стороны, сам отрезок 6 минус 2 корней из 5. Если возведем это в квадрат, будет равно 4r минус 4. Ну, давайте это и запишем. Ну, где-нибудь здесь красным цветом. Итак, может что-то убрать? Ай, не будем. Итак, ck в квадрате. ck в квадрате. Это x в квадрате. С одной стороны 4r минус 4, а с другой стороны 6 минус 2 корней из 5 в квадрате. 6 минус 2 корней из 5 в квадрате. Что получается? Давайте устно. 4r минус 4 здесь возведем. 6 в квадрате 36, плюс 2 корней из 5 в квадрате 20, 56. Минус 24 корней из 5. Ну все, переносим четверочку и делим все на 4. r равно 15 минус 24 на 4, 6 корней из 5. Все, мы решили задачку. Нашли наш радиус. Радиус равен 15 минус 6 корней из 5. Ну, приближенно, 1,6, как бы реально, реально. Ну, вот такая получилась детская, не детская задачка. Конечно, можно было здесь чуть легче из точки О опустить по-прежнему перпендикулярчик, рассмотреть маленький прямоугольный треугольничек, и Пифагором решить, что то же самое. Но я дважды использовал замечательную теорему о касательной и секущей. Если кто-то чего не понял, я наберу решение в виде статьи на Дзене и выложу. Кроме того, на Дзене я выложу второе решение, буквально вот сейчас, через решение иррационального уравнения алгебраически, и напишу, опять-таки, координатным методом решения. Ну и желающие могут зайти на Дзен и посмотреть. Ссылочка будет в комментарии закрепленном, там ссылочка на канал Дзен, а может быть я сразу и на ролик вышлю ссылочку, где будет второе решение. В качестве домашней задачки, вот что я вам дам, найти второй радиус, R2. Оказывается, есть еще окружность, которая проходит через точки А и Б и касается прямой L.
Мы исходили из чертежа, что точка касания лежит между проекциями точек. Ну, точка К может лежать и справа, к примеру, и получится большая такая окружность, которую вам предстоит, может быть, найти. Хотите геометрически, хотите алгебраически. А я рад, что досмотрели до конца. Всего хорошего. Ну что, мы записали весь ответ. Все, напишите, как вам детская задачка, знаете ли вы эту теоремку, а я прощаюсь. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.